Ребятишки, привет! Я вам сегодня покажу один рецепт, который меня натолкнул сделать один умник, который к гастрономии, собственно говоря, никакого отношения не имеет, но любит троллить поваров. Речь пойдет о гратинированном картофеле с сельдереем. Он сказал, что в России невозможно купить сельдерей. Я не думаю, что это такая большая проблема. Человек просто трепится. И сегодня я приготовлю картофельный гратан с сельдереем. И поверьте мне, это очень вкусно. Поехали! Видео делать буду быстро и коротко. По специям я добавил розмарин, тимьян, лавровый лист, пяток можжевеловых ягод и раздавленный черный перец. Мускат я уже тоже натер. Отправляю сюда же. Предварительно все специи я проварил в небольшом количестве воды, чтобы они уже раскрылись. Так как долго мы кипятить весь этот раствор не будем. Отправляю сюда пол-литра сливок. Сливки у меня 20%. Можете взять 30%, можете сварить бешамель. Как вам удобно. Сливки присаливаю. Слегка их пересаливаю. Слегка. Потому что картошку я уже солить не буду. Пробуем на вкус. Если не хватает, досаливаем. У меня со вкусом все нормально. Я отправляю сразу на плиту. Следующим шагом я нарезаю сельдерей на овощерезки. Не забудьте про вашу безопасность, чтобы вы себе не оттяпали пальцы. Какой бы вы хороший повар не были. Очень тоненько. У меня от 1 до 3 я на единичке. И остаточки я уже аккуратненько вот так вот. Раз. Чтобы не оттяпать себе пальцы. Все, сельдерей у меня готов. Пересыпаю его в миску. И нарезаю картофель. Можно, конечно, нарезать все и вручную, но это слишком заморочисто. С картофеля сливаю воду. Картофель у меня мягкого сорта, мучнистый. В Германии его называют мелих кохенный картофель. То есть картофель, в котором много крахмала и который быстро чернеет. И точно так же его на овощерезки нарезаю. И концовочку. Готово. Картофель отправляю к сельдерею. Перемешиваю, чтобы попадался не только один сельдерей, а всего должно быть просто в меру. Вот на 700 грамм очищенного картофеля у меня 200 грамм сельдерея. Если вы уж очень любите сельдерей, можете добавить больше. Мне этого количества будет достаточно. Все отлично. Далее разбавляю кукурузный крахмал холодной водой. Перемешиваю, чтобы он полностью разошелся. И отправляюсь к плите загущать сливки. Сливки кипят. Я еще раз попробовал на специи, на соль. Меня все устраивает. Если вам чего-то не хватает, добавьте сейчас. И начинаю вводить крахмал. Так, этой густоты будет достаточно. Проверяется просто. И должно потихонечку стечь и закрыть рубец. Это говорит о том, что сливки, вон они еще капают, что сливки у вас не слишком жидкие. Буквально 1 минутку варю и пропускаю через сито. У меня этот рецепт проверенный, поэтому я сливки все забабахиваю сразу. В предыдущем видео о гратинированной картошке я рассказываю подробно про форму, про количество, про все основное. Посмотрите, чтобы я вам не повторялся. Вот такими легкими постукиваниями можно спокойно пробить соус, чтобы вот эту всю лабуду удалить. Ну, теперь массу перемешиваем аккуратно, чтобы соус не полетел. Картофель должен как бы слегка плавать. Все, картофель у меня полностью покрыт сливками. И теперь я его перекладываю в чистую форму. Ну, чтобы просто не засрать раньше времени. Поэтому я в миске делал. Аккуратненько разравниваем. Соблюдайте одно маленькое правило, чтобы картофель у вас не был под самую завязку. Этого делать не нужно, потому что он будет готовиться, сливки будут подниматься, и они у вас пойдут через край. Также касаемо температуры. В домашних условиях выше 160 градусов не поднимайтесь. Для приготовления в конвектомате достаточно начать со 120 градусов. Да, и время приготовления картофеля зависит от самого картофеля. Какой он у вас? Мягкий, твердый, полутвердый. Я не могу этого знать, поэтому у меня картофель мягкий, мучнистый, с большим количеством крахмала. И я начинаю его готовить при температуре 160 градусов 40 минут. Вверх-вниз без обдува. Никакого сыра в гратинированный картофель не добавляется. Если хотите, можете добавить. Я вас критиковать не буду. Ну а теперь ждем до первой звезды. Ну вот, ребятишки, картофель-гратан готов.
В общей сложности у меня весь процесс занял 1 час 20 минут. Я говорю, все время по-разному, так что не удивляйтесь. Так, ну и так, результат вы видите, и у меня обед, поэтому я сделаю себе тарелку. Кто хочет, может посмотреть. Салат. Салат очень простой. Морковь, листовой салат и огурцы. Пластмассовые помидоры не добавляю, потому что у меня от них просто-напросто изжога. Можно добавить кедровые орешки, но как таковых у меня на данный момент нет. Поэтому будем есть, что есть. Так, салат тщательно перемешиваю. Да, салат я уже не солю, не перчу, потому что у меня готовый дрессинг. Как готовится дрессинг, у меня есть на канале. Ссылку я вам оставлю. Так, салат готов. Теперь сервирую тарелку. Да, я хочу сделать еще одно видео именно с гратинированным картофелем. Тот, который держит форму. То есть тот картофель, который можно нарезать. Но это будет позже. Не все сразу. А на данный момент я очень надеюсь, что вот этот человечек, который возмущался не по делу, вот ему гратинированный картофель с сельдереем, который прекрасно выглядит и прекрасен на вкус. Так, по мясу у меня язык. Как готовится, есть тоже на канале. Ссылку оставлю. Я не жадный. А соус к нему идет на основе сливок и хрена. Такой, знаете, хреновый соус. Но он не совсем хреновый, но довольно вкусный. Сейчас я добавлю немножко соуса, потому что если добавлю много, то испортится картинка. А потом, когда я все закончу, тогда я себе соуса зафигачу, что он будет плавать все. Да, как соус готовится, у меня тоже есть, кстати. И чтобы усилить вкус хрена, свежего именно, я его натру, потому что все равно, когда он готовится, он теряет свою пикантность. А здесь мы это все восполним. В принципе, на этом все. Ну, еще маленькая булочка и вдогонку. Все. Если понравилось, комментарии. Если не понравилось, комментарии. Мне приятного аппетита, а вам мысли на раздумье. Нужно вам это или нет. Всем пока.